Сгущается ночь, луна, как выжатый лимон, бледная и злая. Ты сидишь у костра, а рядом присаживается старик с глазами, как у человека, прошедшего все уровни ада, на геймбой. Он начинает говорить. Голос его шершавый, как разбитый картридж. «Слушай, дитя, сегодня я расскажу тебе о Кристофере Бельмонте, о герое, который двигался с грацией похмельного слона и чья судьба была тяжелее, чем сохранение батарейки в мороз». Это история, где тебе дают хлыст и забирают надежду. Это история о Castlevania The Adventure, о позорном пятне на клане Бельмонтов, о той самой игре, которую все забыли. А зря, потому что в ее ошибках урок. Горький, как кровь вампира, и медленный, как сам Кристофер Бельмонт. Да-да, Кристофер. Не Саймон, не Тревор, а вот этот медлительный дедушка в очках. Если бы он был вампиром, его бы даже летучая мышь обогнала. «1989 год. Свеженький геймбой уже шуршит батарейками, и Nintendo предлагает вам два варианта: спасать Марио Карлика или плестись с Кристофером Бельмонтом, который втихую прошел кастинг на главного унылого героя года. Konami почуяла запах легких денег и выдала спин-офф, у которого от Castlevania остался только запах сырого крипта и звук вашего разочарованного вздоха. И знаешь, что они сделали? Вместо того, чтобы создать шедевр, они зевнули и выплюнули это. The Adventure. Приключение? Да, если под приключением понимать ежедневную борьбу с дизайнером уровней, который явно ненавидел игроков и лестницы. Представь, ты потомок Тревора, предок Саймона, в твоих жилах течет кровь охотников, в руках легендарный хлыст, а в голове одна мысль: почему я не могу просто побежать? Потому что нельзя. Кристофер движется так медленно, что, кажется, даже пауки в замке Дракулы смотрят на него с сочувствием. «Бедняга», — шепчут они, — «он, наверное, просто очень устал от жизни». А потом бросают в тебя шаром огня, и ты отлетаешь назад, прямо в пропасть, потому что урон — это не просто урон, это реквием для твоего хлыста. Каждый удар, и твоя единственная атака слабеет. А попадешь в яму, начинаешь все сначала, без хлыста, без надежды, без лестниц. Да-да, лестниц нет, вместо них веревки. Веревки повсюду. Ты карабкаешься, как обезьяна, которая забыла, зачем вообще лезет вверх. Может, там вилка или просто свет, думаешь ты, а потом видишь очередной падающий блок. Ты должен прыгнуть в самый последний момент, не раньше, не позже, только идеально, потому что если ошибешься, отправишься в ад. А ты будешь стоять и ждать, и молиться, чтобы блоки перезапустились, как в аду, но с пиксельной графикой. А оружие? Ха, ты думаешь, может, кинжал, молитва, Библия, которая бьет молнией? Нет, у тебя только хлыст. И да, он может стрелять, если заряжен, но попробуй его зарядить. Пока ты ползешь по уровню, тебя бьют летучие мыши, призраки, летающие глаза, и каждый удар — это шаг назад в развитии твоей атаки. В итоге ты никогда не стреляешь. Ты просто машешь хлыстом, как старик, отгоняющий голубей от скамейки. Боссы? О, боссы! Это не Дракула на летучей мыши, не Франкенштейн с молотом.
Это просто большие враги. Один бежит на тебя, другой летает, третий просто стоит и смотрит, как ты падаешь в яму все новое и новое. Их страшность в том, что ты не можешь нормально прыгнуть. Не в них, в тебе. В этом убогом движке, который тормозит, если на экране появляются два врага. Да, два. Не армия, не орда, два. И игра говорит: ну, извини, брат, я устала. Графика? Ну, для Game Boy нормально. Спрайты детальные. Анимация? 3 кадра ходьбы у Кристофера. 3! Он будто страдает от суставного ригора. Музыка звучит как Castlevania, но без души. Как если бы оркестр играл в подвале, а звук проходил через стиральную машину. В общем, Castlevania The Adventure — это как если бы Дракула победил не силой, а скукой. Он не восстал из гроба, он зевнул, и весь замок превратился в лабиринт медленных смертей и веревок. Так что, дружище, если когда-нибудь найдешь этот картридж, не включай. Оставь его в прошлом. Пусть пыль ложится на него, как саван на забытого героя, потому что некоторые приключения лучше не запускать. Старик бросает в костер воображаемую картридж. Он вспыхивает черным пламенем. Ветер стих. Только тишина. И легкая грусть за то, что могло быть по-другому.